Всем отличного настроения. Меня зовут Лариса. Я очень рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня у меня будет чистый пэтчворк. Это блог, который называется «Звезда охотника». Долго я ничего объяснять не буду, сразу переходим к делу. Для выполнения работы я приготовила 4 квадрата размером 12 на 12 сантиметров. Мой совет: если вы будете шить такой блок впервые, возьмите, пожалуйста, ткань какую-нибудь поплотнее и попроще, какую-нибудь бязь, чтобы она была такая, вот когда новая она такая прям как накрахмаленная. Это будет хорошо держать форму деталей, которые мы будем выкраивать здесь в основном по косой. И в готовом виде блок он будет ровным и не расстроит вас своей какой-то там кривостью, косостью. У меня же это ткани фирмы Peppy, хлопок, но он такой довольно мягкий, скажем, поэтому тут надо все аккуратненько делать. Что я сделала? Разрезаю каждый квадратик по диагонали и затем отмеряю от широкой части 6 сантиметров и уголочек отрезаю. То есть у меня получаются такие трапеции. При раскрое всего этого блока и вообще при работе с ним ничего не тянем. Ни при раскрое не тянем, ни при шитье. Я еще дополнительно об этом скажу по ходу. Получается у нас такие трапеции, 4 штучки одного цвета и 4 другого. Теперь выкраиваем полосы шириной 6 сантиметров и распределяем их, как бы видите, да, по цвету, чтобы они контрастные были. Что теперь делаем? Отмеряем запас. Таким образом складываем уголочек, просто фиксируем и приставляем нашу трапецию к краю, совмещаем срезы и прокладываем строчку. Этот запасик, он даст потом нам выровнять детальку, чтобы у нас получилось то, что мы хотим. И последовательно все вот эти трапеции пришиваем. Все припуски в этой работе рекомендую держать в 6 мм, прямо четко, чтобы все припуски были одинаковые. Это тоже очень важно. Точно так же соединяем вторую половинку деталей. Вот мы все пришили. Утюжили утюгом, причем утюгом мы не вводим вот по сторонам, просто поставьте его сверху и все, чтобы ничего не растягивать лишний раз. И отрезаем все лишнее. Сначала выравниваем по широкой части, ориентируемся по линеечке. Линеечка и роликовый нож в этой работе просто обязательно, никаких ножниц, иначе точности не будет и результат будет весь кривой косой. Сначала с одной стороны отрезали все, затем с другой. По линеечке ориентируемся по разметке, по внутренней. Вот идут там у нас полоски, совмещаем и отрезаем. Точно так же поступаем и со второй заготовкой. Ничего не тянем, положили, отрезали. Может быть, я говорю много лишних слов, мне иногда в комментариях пишут много слов ненужных, но мне хочется донести до вас все какие-то тонкие важные моменты, которые вот в итоге дают нормальный результат. Потому что я сама, когда что-то шью впервые, все равно я же постепенно все изучаю, и мне не хватает какой-то информации, поэтому иногда, может быть, я излишне отличаюсь какой-то болтливостью. Ну, титрами я постаралась добавить максимальную информацию, поэтому если вам лишний звук, то можно его просто выключить. Здесь вы видите, что аналогично в зеркальном порядке я пришила и вторую полоску, да, к этим трапециям сейчас формирующимся. И точно так же выравниваю все лишнее. Сложности никакой нет. Вот это вам кажется, может быть, это ой, там это. Вот оно потом идет, все складывается просто как пазл. Получается у нас такие вот 4 увеличенные трапеции одного цвета, как бы основного по центру, и другого. Теперь мы к ним, ориентируясь по этим центрам, выкраиваем дополнительные полоски шириной 11 сантиметров по цвету. Вот так распределяется. И что мы теперь делаем? Берем нашу детальку, лицевой стороной к лицу совмещаем, оставив небольшой запас там по сантиметру с края, пришиваем, отворачиваем и прижимаем утюгом. Я прям специально пишу прижимаем, ничего не растягивайте. Дальше эти детали нужно у нас опять выровнять. Тут ориентируемся по линейке, по разметке 45 градусов.
Совмещаем его с центральным швом. Не с краем детали, девочки, а с центральным швом. Это позволит получить деталь ровную, потому что внизу все равно край может ехать. Детали выкроены все по косой, и мы можем что-то неровно сделать. А так у нас получится абсолютно нормальный ровный треугольник. Также мы поступаем со всеми остальными детальками и получаем набор из 4 деталей одного вида и другого. Теперь берем по одной с каждой стопочки, смотрим, совмещаем рисунок и по широкой части будем прокладывать строчку с припуском 6 мм. Обязательно совмещайте рисунки. Шьем, ничего не растягивая. Положили под лапку и просто направляем, чтобы у нас не растянулась деталь. Теперь выкраиваем, вернее обрезаем все лишнее, ориентируясь опять по разметке 45 градусов, совмещая ее с центральным швом. Так деталь получится ровной. Не стоит в этом деле доверять своему глазомеру, лучше доверять линейке. После того, как у нас получится 4 таких детальки, наступает самый любимый мой момент. Здесь можно повертеть и составить разные рисунки. Посмотрите, рисунки могут быть вот очень интересными, разными. И большое полотно, если хватит терпения собрать такие блоки, будет просто там восторг полный. Крутить, вертеть можно по-разному. И всего 2 цвета ткани. И звездочки, и полосочки, и линеечки, и елочки, как угодно. Я всегда в восторге от деталей пэтчворка, которые позволяют просто поворотом каким-то получить новый вид. Ну и вот еще один вариант, более такой контрастная такая звезда. Я же остановлюсь на такой вот разносортице и буду теперь сшивать детали в один блок. Сначала 2 квадрата соберу между собой, совмещая обязательно рисунок. Все вот эти стыки должны хорошо совпадать. Точно так же утюгом просто буду прижимать потом. И потом 2 половинки соединю в один блок. Швы все совмещаем. И вот такой блок, который вы видели в начале видео, у меня получился. Я специально не стала его выравнивать здесь, вот отрезать вот эти все уголочки, чтобы вы видели, что они возможны, вот такие вот неровности. Мы им не пугаемся, просто сейчас я возьму линеечку и все это выровняю. Но с этой деталью я буду работать в следующем видео, подумаю, что из нее сделать. А сегодня покажу вам работу, которую я сделала на основании таких же блоков, только чуть-чуть поменьше размер. Это у меня такая дорожка, которая сшита с использованием ткани от фирмы Peppy. Видели вы у меня в распаковке, я покупала такие. Вот такая вот дорожечка со стежкой, с прямой, со свободно ходовой. Очень красивая, уютная получилась работа. Так вот она выглядит. Вы видите, да, что здесь вот он наш блок, который у нас есть. И добавлением еще элементов аналогичных раскладывать можно как угодно. Работа, конечно, может показаться кропотливой, но на самом деле это не так. Вы первый блок попробуйте собрать, и потом у вас уже все пойдет как по маслу. Я рада, что вы досмотрели мое видео до конца. Обязательно оставайтесь на канале, будет еще очень много интересного. С вами была Лариса. До следующего видео.